Если у вас присутствует страх перед пауками, то, возможно, вам лучше избегать путешествий на Марс. Ведь в марте 2025 года марсоход НАСА Perseverance наткнулся на удивительный объект, который внешне напоминал скопление крошечных паучьих яиц. Это образование представляло собой множество маленьких сферических частиц, плотно слепленных друг с другом, вызывая странное и тревожащее чувство, будто перед глазами действительно лежит выводок загадочных существ. Одна только мысль о том, что подобные яйца могут однажды дать начало целым ордам жутких созданий, способна вызвать дрожь у любого, кто страдает от арахнофобии. Но, несмотря на пугающее первое впечатление, в реальности никакой биологической угрозы не оказалось. Странный объект, обнаруженный Персеверансом, просто покоился на склоне холма Ведьминого Орешника неподалеку от края древнего кратера, который образовался когда-то на месте высохшего водоема. После более детального анализа стало ясно, что этот загадочный комок представляет собой необычный камень, поверхность которого покрыта слоем красноватой марсианской пыли, создающей иллюзию чего-то инопланетного и живого. К несчастью для любителей фантастики, или наоборот, к радости тех, кто опасается пауков, никакие это не были яйца неизвестных марсианских созданий. Тем не менее, сам камень настолько выделялся среди окружающего ландшафта, что сразу же привлек внимание исследовательской команды. Сотрудники миссии прозвали находку заливом Святого Павла, усилив тем самым интерес к объекту, а ученые предпочитают называть его «плавучей породой», намекая на то, что он мог сформироваться совсем в другом месте и со временем оказался там, где его обнаружили, будучи перемещенным природными процессами. На сегодняшний день точных сведений о происхождении камня и о причинах его характерной неровной текстуры нет, поэтому работа над этим вопросом продолжается. Однако у камня есть еще одна загадка. Нечто должно было привести его в нынешнее положение, и потому специалисты анализируют различные гипотезы, чтобы понять, как он мог сместиться. Согласно одной из теорий, камень может быть продуктом удара крупного метеорита по поверхности Марса, когда породы поднимались в воздух, остывали на лету и затем падали обратно в виде округлых частиц, из которых и сложена эта структура. Если это предположение подтвердится, оно даст новое представление о том, как мощные столкновения формируют марсианский рельеф и какие последствия они несут в долгосрочной перспективе. В НАСА также допускают, что камень просто скатился с холма Ведьминого Орешника и мог быть частью одного из темных слоев, видимых на снимках из космоса. Эти слои давно вызывают интерес у ученых, и теперь одной из ближайших целей станет тщательное изучение холма, чтобы установить, совпадает ли композиция его материала с составом камня из залива Святого Павла. Если идентичность подтвердится, это может свидетельствовать о прошлой вулканической активности региона или о последствиях давнего столкновения с крупным метеоритом, что уже неоднократно наблюдалось в других районах Марса. Если же порода окажется связанной с древней водой, это повысит вероятность того, что в ней могут содержаться окаменелости микробов. Именно поэтому НАСА намерена доставить образцы марсианских пород на Землю в 2030-х годах в рамках миссии Mars Sample Return, чтобы с максимальной точностью изучить их в лабораториях, возможно, даже обнаружив признаки давно исчезнувшей марсианской жизни, что стало бы научной сенсацией. Любопытно и то, что исследователи уже не впервые сталкиваются с так называемыми «пауками» на Марсе. Однако речь идет вовсе не о живых организмах, а о своеобразных узорах на поверхности планеты. Эти образования представляют собой темные разветвленные трещины, похожие на паучьи лапы, и встречаются в различных регионах Марса. Некоторые из них настолько велики, что достигают почти 1 километра в ширину, поражая своим масштабом и необычным внешним видом.
Они выглядят так, будто по поверхности ползут огромные черные гусеницы, и это производит почти сюрреалистическое впечатление. Такие странные структуры впервые заметили орбитальные аппараты в 2003 году, и с тех пор они регулярно попадают в объективы камер, вызывая живой интерес как у ученых, так и у обычных людей. И хотя долгое время их природа оставалась загадкой, сегодня специалисты уверены, что феномен связан с резким переходом углекислого льда, сухого льда, в газ. Весной солнечные лучи проходят через прозрачные пластины СО2 льда, нагревают почву под ними, и лед начинает испаряться. Газ постепенно накапливается под поверхностью, и когда давление становится слишком большим, происходит внезапный выброс. Лед растрескивается, газ устремляется наружу, увлекая за собой темный материал и оставляя после себя причудливые узоры, которые становятся видимыми летом, когда лед исчезает. Ученые НАСА смогли воссоздать марсианские пауки в лаборатории, построив специальную установку, позволяющую имитировать условия Марса. Камера под названием «Дасти» — это устройство размером с бочку, способное поддерживать экстремально низкое давление и температуры вплоть до минус 185 градусов по Цельсию, что делает ее уникальным инструментом для моделирования марсианской среды. Исследователи поместили внутрь искусственный аналог марсианской почвы, покрыли его слоем СО2 льда, а под грунт установили лампу, имитирующую солнечное тепло. Эксперимент оказался сложным и потребовал 5 лет попыток, но когда, наконец, удалось добиться нужных условиях, маленькие паучьи образования стали появляться прямо внутри камеры, точно повторяя фигуры, наблюдаемые на Марсе. Это стало большим достижением и позволило подтвердить модель Кифера, подробно описывающую механизм формирования этих структур. Согласно модели, весной солнечный свет проходит через прозрачный лед, запускает процессы нагрева почвы и превращения льда в газ, что приводит к накоплению давления и последующему выбросу песка и пыли. Эксперимент также выявил интересный факт. Лед формируется не только на поверхности, но и внутри почвы, что приводит к тому, что она трескается вместе с ним, образуя зигзагообразные лапы, а не прямые линии. Теперь исследователи стремятся понять, почему подобные образования появляются только в отдельных местах Марса и почему их количество не увеличивается со временем. Красная планета, похоже, намеренно подбрасывает новые загадки, все сильнее подогревая интерес к своим тайнам. В апреле 2023 года марсоход НАСА «Юнити», сделавший паузу в поисках древней воды, обнаружил камень, который внешне выглядел как своеобразная книга путешествий. На первый взгляд он действительно напоминал миниатюрный переплет, будто открытый на странице, что сразу привлекло внимание исследователей, хотя впоследствии выяснилось, что это всего лишь причудливое каменное образование. Его ширина составляет примерно 25 сантиметров, что делает его достаточно компактным, и хотя внутри нет никаких древних историй, этот объект уже привлек внимание не только специалистов, но и потенциальных туристов будущего. В январе 2023 года Университет Аризоны опубликовал снимок, вызвавший бурную реакцию в интернете. На изображении, сделанном аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, виднелось образование, очень похожее на мордочку гигантского плюшевого медведя, с двумя круглыми глазами, пуговичным носом и линией, похожей на рот. Ученые объяснили, что лицо является лишь сочетанием холмов и особенностей рельефа древнего кратера, но оно все равно надолго осталось в памяти людей. В феврале 2022 года марсоход Curiosity обнаружил нечто напоминающее крошечный цветок из минералов. Это образование выглядело как миниатюрный коралл, но в действительности оказалось минеральным отложением необычной формы, благодаря чему вызвало немалый интерес.
Подобные структуры создаются, когда древняя вода вступает в контакт с породами Марса, поэтому сами по себе они не являются сенсацией. Но именно эта разновидность оказалась очень редкой. В 2018 году исследователь заметил на снимках странные палочковидные формы и предположил, что они могут быть окаменелыми следами животных. Однако НАСА быстро опровергла подобные предположения, пояснив, что эти образования являются солевыми отложениями, возникающими после испарения воды. Аналогичные встречаются и на Земле, например, в высохших руслах рек. Поэтому, хоть подобные находки и свидетельствуют о присутствии воды в прошлом, они не доказывают существование жизни. И, наконец, одна из самых ключевых находок была сделана в 2004 году марсоходом Opportunity, обнаружившим сферические камни, напоминающие чернику. Несмотря на внешнее сходство с ягодами, эти шарики состоят из железа и являются свидетельством того, что когда-то на Марсе существовали водные потоки. В течение миллиардов лет вода сгладила их и сформировала в округлые образования. Ученые считают, что эти железистые черничные шарики появились в эпоху, когда Марс был гораздо более влажным, чем сегодня, что открывает совершенно новые горизонты для понимания условий, которые могли способствовать зарождению жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.